Добрый день, дорогие друзья! Я всех приветствую на канале Clea Astrology. Сегодня в этом видео разберем очень важное астрологическое событие. Сегодня в этом видео разберем солнечное затмение, которое произойдет в знаке Весы, которое произойдет 14 октября в 18:00 по Гринвичу. Солнечное затмение – это феномен, при котором Луна, двигаясь вокруг Земли, закрывает Солнце, полностью или частично, блокируя его свет. Наблюдать это солнечное затмение можно будет только в определенных точках. Это солнечное затмение можно наблюдать в Северной и Южной Америке, Колумбии и Бразилии. Это кольцеобразное солнечное затмение 134 серии Сароса. Это солнечное затмение произойдет в 21 градусе знака Весов. Похожее солнечное затмение мы наблюдали в октябре 2004 года, приблизительно 18,5-19 лет назад. Солнечное затмение – это то же самое, что новолуние. Это когда Солнце и Луна соединяются в одном и том же градусе. Но только энергия затмений, она всегда намного сильнее, в 1000 раз сильнее. Также в солнечное затмение часто происходят какие-то судьбоносные события. Может быть, это время, когда вы можете начать новую работу, у вас может начаться какой-то новый важный проект, у вас могут завязаться какие-то новые отношения. Это время, когда вы можете выйти замуж или наоборот развестись. Также солнечное затмение всегда приносит обновление энергии, закладывается какой-то новый цикл. Солнечное затмение приносит нам в жизнь какие-то новые возможности. Знак Весы – это знак гармонии, дипломатии. Знак Весы – это знак гармонии, баланса, дипломатии. Знак Весы – это кардинальный знак. И поэтому события, которые будут происходить в районе этого затмения, могут нести кардинальные перемены, потому что знак Весы – это кардинальный знак. Особенность этого затмения в том, что оно будет в соединении с южным узлом. И южный узел в астрологии символизирует знания, которые мы накопили в прошлом. Южный узел в астрологии символизирует узел прошлого, так как северный узел – это узел будущего. И это солнечное затмение, оно особенно тем, что оно будет на южном узле, на узле прошлого. Это говорит о том, что нам нужно что-то отпустить. Нам нужно от чего-то избавиться, нам нужно отпустить прошлое, которое больше нам не нужно, которое мешает нам двигаться вперед. Солнечное затмение может привести к изменениям в области финансов, в области отношений, карьеры. Солнечное затмение может иметь сильное влияние на эмоциональный фон. Чтобы избежать негативных последствий, необходимо проявлять осторожность во время затмения, избегать рискованных действий. Также очень важно следить за своими эмоциями, уделять больше внимания здоровому образу жизни, чтобы уменьшить риск возникновения проблем со здоровьем. Это солнечное затмение будет в соединении с планетой Меркурий, который будет уже находиться в Весах, в 17 градусе. Планета Меркурий – это планета коммуникаций, общения, то, о чем мы думаем, информации. Планета Меркурий также отвечает за поездки, за передвижение, за транспорт. И это солнечное затмение – это время, когда вы можете получить какие-то важные новости. Это время, когда у вас могут происходить какие-то важные переговоры. Также в момент этого солнечного затмения планета Марс будет уже находиться в Скорпионе. Планета Марс в Скорпионе – это одно его из самых лучших положений. И планета Марс будет образовывать тригон к Сатурну, который будет находиться в 1 градусе Рыб. И этот тригон, он очень благоприятный для долгосрочных проектов. Такой аспект очень дает упорство и настойчивость в достижении целей, дает стремление к дисциплине и порядку, дает энергичность и решительность в наших действиях. Также этот аспект очень благоприятен для преодоления каких-то трудностей, препятствий. И особенно
Такой аспект, он очень благоприятен для долгосрочных проектов, для карьеры, для профессионального развития. Также, когда Марс уже будет находиться в знаке Скорпиона, он придаст нам больше решительности. Это время, когда нам больше захочется больше действовать. И в целом Марс, Тригон, Сатурн, он наделяет нас очень большой энергией, силой, решительностью, которая поможет нам в достижении наших поставленных целях и задачах. Но так как это солнечное затмение у нас будет находиться в знаке весов, который символизирует гармонию, баланс, нужно не забывать о важности баланса и гармонии в нашей жизни. И буквально через 2 недели, 28 октября, у нас произойдет лунное затмение. Но это лунное затмение произойдет у нас в знаке Тельца, в 5 градусе. Это будет последнее затмение на оси Телец-Скорпион. Но об этом затмении мы поговорим попозже. А я всем вам желаю замечательного солнечного затмения. Если вы хотите знать, как это солнечное затмение повлияет на ваш знак зодиака, вы можете посмотреть видео для каждого знака зодиака на октябрь месяц, где я говорю подробно, как оно влияет, как солнечное затмение влияет на вас. Я всем желаю замечательного солнечного затмения. Я всем желаю успеха, благополучия, удачи во всем. Пишите мне в комментариях, что у вас происходит. Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Всего доброго. До новых встреч.